Когда-то в молодости я любил захаживать на кухню одного китайского ресторана. И повара-китайцы не смущались, что к ним зашел посетитель, и учили меня, как готовить некоторые китайские блюда. Начинаем готовить. Я не случайно вспомнил про китайский ресторан. В Китае ведь живут не только китайцы. Там живут еще и мусульманские народы, и казахи живут, и татары живут, и уйгуры живут. Уйгурская кухня очень интересная, потому что она сочетает в себе и традиции среднеазиатские, тюркские, мусульманские. Плюс вольно-невольно они живут вместе с китайцами. Как эту фасоль развесить? Да, я думаю, вот так, пополам. Такая зелененькая стручковая фасоль. Ох, вкусно получится. И они сочетают вот нашу традиционную кухню и вот эту китайскую. И получается очень и очень интересно. Я сегодня хочу повторить одно уйгурское блюдо. Если оно вас не удивит, тогда я удивлюсь. Потому что это на самом деле удивительно. Самое вкусное спаржа – это головки. А вот эта часть, она довольно грубая и жесткая. Как же мне с ней поступить? Сейчас. Все, придумал. Вот эти части начнем готовить чуть пораньше. А это забросим чуть попозже. Потому что они на самом деле изрядно нежнее. И еще обратите внимание вот на этот зеленый лук. Понадобится именно такой очень тоненький лук для фарша. Фарш у меня лежит давным-давно готовый. Я когда мясо покупаю, приношу с рынка, я его то, что на фарш, через мясорубку крупную пропустили. Мясо небольшими порционными кусками, тоже в вакуумной упаковке, и в морозильнике лежит. Люди спрашивают, как правильно замораживать, как правильно размораживать. Кто поест из моих рук, не определит, мясо было мороженое или это мясо было совсем-совсем свежее. Потому что, во-первых, я мясо не замораживаю огромным таким куском. Делим сразу на порции, вот как будем готовить. Ну сколько там, иногда 300 грамм надо, иногда килограмм надо, иногда там грамм 600 надо, да? Потому что нельзя смешивать мясо с разных концов туши. Оно по-разному готовится, для разных блюд предназначено. Упаковываем в такие вакуумные пакеты сразу. Подписываем, вот потом закладываем в морозилку. Значит, послушайте, скорее всего, у вас обычные такие бытовые холодильники. Там стоят довольно маломощные компрессоры. 180 ватт, 300 ватт. Ему, чтобы заморозить одновременно 4-5 килограмм мяса, понадобится, может быть, пару суток. При этом очень важно, чтобы мясо как можно скорее проскочило температуру, при которой кристаллы льда увеличиваются в своем объеме. Эту температуру чем скорее проскочит мясо, тем лучше будет результат замораживания. Для этого не кладите сразу много в заморозку. У вас есть морозильник? Там у вас что-то уже лежит. Положите пакеты со свежим мясом один здесь, один там подальше, чтобы его хорошо обдувало воздухом, каждый пакетик. Остальные можно пока поставить даже в плюсовой холодильник. Ничего не случится, не испортится. Завтра его положите в морозильник, когда эти первые заморозятся. Как размораживать мясо? Существует две школы. Можно просто переложить вот это мясо в плюсовую камеру холодильника. Там у вас, скорее всего, плюс 4, плюс 6. Надо это делать заранее, часов за 8-10 до того, как вы начнете готовить. Когда будете начинать готовить, мясо будет прохладненькое и уже размороженное. Либо размораживать быстро. Прям вот этот пакет в теплую воду. Даже вот вода комнатной температуры, если будет идти из крана и будет постоянно проливаться, мясо разморозится минут за 15-20. Еще быстрее, и ничего страшного в этом способе нет. Поставьте мясо в микроволновую печь, там есть разморозка, посмотрите, прочитайте, наконец, инструкцию от этой микроволновой печи. Там написано, на какой объем мяса что рассчитано, понимаете? И я, конечно, готов к комментариям о том, что ничего лучше свежего мяса нет. Я прямо представляю себе, как эти люди каждый день после работы идут на рынок, покупают себе свежее мясо и потом что-то готовят, да? Они, скорее всего, пиццу себе заказывают. И не едят нормальную еду. А мы с вами сейчас покушаем. Смотрите, сколько лука зеленого. Вот столько и надо. И теперь сюда же я перекладываю изрядно жирный фарш. Сознательно делали жирный фарш, потому что обычно мы к фаршу добавляем, то ли лук, то ли какие-то еще другие продукты, может быть, рис и так далее. И потом жирность получится нормальная.
Ну как в Китае можно обойтись без соевого соуса? Даже и уйгуры добавляют соевый соус. Многие ошибочно считают, что раз добавил соевый соус, то солить уже не надо. В 2 столовых ложках соевого соуса соль есть, разумеется. Знаете сколько? Ну, 1 щепотка. И этой 1 щепотки недостаточно для того, чтобы посолить. Здесь у меня 600 грамм мяса. Здесь у меня примерно 100 грамм лука. Сюда же потребуется, ну, как минимум, вот полная столовая ложка соли, и только теперь будет вкусно. А вот та соль, которая в этом соевом соусе, ну, ее можно не считать. Разумеется, когда попробуете, будет казаться, что пересолено. Еще бы щепоть соли в 2 столовых ложках. Этот сам по себе соевый соус. Но для этих продуктов недостаточно. Ну и Китай, не Китай, черный перец. Без черного перца что за еда? Смотрите, мы ведь фарш, если бы добавляли бы обычный репчатый лук, да? Они добавляют зеленый, и можно поработать, поэкспериментировать, добавить в фарш и кое-какую зелень. И получится интересно. Для чего это понадобится, этот фарш, вы сейчас узнаете. Не буду вам сразу все рассказывать. Зачем рассказывать все сразу? В кого я такой культурный, не знаю. Это кухня. Здесь должны быть чистыми стол, нож, доска, посуда, руки. Соевым соусом пахнет, мясом пахнет, зеленым луком пахнет. Кстати, вот я мну, и зеленый лук меняет цвет. Крупинки соли попадают на этот лук, наверное, ну, это очевидно, и из него выдавливается сок. При помощи сока из зеленого лука даже мясо можно мариновать. И прекрасно, и очень хорошо. Сейчас у нас это мясо останется, ну, примерно, не знаю, там, на 20 минут для того, чтобы подмариноваться. Ну вот, видите, все продукты у меня готовы. Вот фарш, мука сейчас понадобится, все порезано. И только мясо осталось порезать. Мяса много не надо. У нас вот здесь фарш. И еще вот мясо кусочком. И этого будет достаточно. И это будет очень-очень вкусно. И нарезаем мясо. Нарезаем вот такими некрупными ломтиками. Китайцы — это народ с древнейшей культурой. Уйгуры — нация мусульманская, но едят палочками, причем едят палочками даже лагман. То, что мы сегодня готовим, на самом деле тоже будет очень похоже на лагман. Это у меня мясо баранина, ягнятина, очень хорошая. Посмотрите, какая красивая. Его нельзя долго готовить. Если жарить в масле, то это от силы 2 минуты. Сколько здесь мяса? 200 грамм? 5 человек накормлю. Немного соли, ну, пол чайной ложки соли. Черный перец. Грамулечку соевого соуса. Знаете зачем? Да чтобы соли было в чем раствориться. Иначе откуда она возьмет влагу? Вообще, как может соль попасть внутрь куска мяса? Только будучи растворенной в чем-либо. А так крупинка соли — это же не червяк, как она, не прогрызешь же туда себе дырку. Покрылась соевым соусом, цвет изменилось, и все, соль не найдешь больше. Буквально совсем чуть-чуть муки. Можно крахмал взять, можно муку, но люди пугаются слова крахмал. Господи, может, сколько безграмотных людей, они считают, что крахмал — это химия. Вот мука, там тоже есть крахмал. Вот у нас мясо готово. И теперь мы можем приступать к приготовлению мясного соуса. Это мясо у меня в этом соусе будет работать просто как приправа. Но то, что я сегодня буду готовить, туда сойдут сочные и квадратные, и прямоугольные. Вот это тесто как на манты. Делали заранее, сделали чуть больше. Манты, чебуреки, что примерно одинаковое тесто идет. Заморозили, сейчас разморозили. Готовь, не стесняйся. Скалка-то у меня замечательная. Но зачем тратить время, если есть тесто-раскаточная машина, и на вкус будущего блюда никак не повлияет. Раскатываем тесто. Видите, какое тесто получается? Это я только на 4-е деление поставил, а больше и не надо. Еще тоньше не надо, честное слово. Берем понемножку фарша, как в чебуреке раскладываем. На одну половину размазывайте, растягивайте потоньше.
Потому что вот как только тесто сварится, уже и фарш должен тоже свариться. Ну, сколько таких сделать надо? У нас здесь 6 человек, съемочная группа. Ну, каждому штук по 6. Пельмень не пельмень, манты не манты, чебуреки не чебуреки. Ну да, вареные чебуреки. Но вообще вот эти листочки теста на тюркских языках называются варак. В арабском языке точно так же. Варак, барак. Говорят дюш-бара. Дюш это вареное, кипяченое. Ну давайте, пока посмотрите немножко рекламу, мы тут пока налепим. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, ну, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитайте книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, ну, как бы очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. Ну, а тем временем мы готовили чак-чак. Ну, чак-чак – это настолько знаковое блюдо, что чак-чак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чак-чак по-разному. И рассказываем о чак-чаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбите, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, значит, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита!
Большое спасибо всем, кто досмотрел рекламу и тем более пошел покупать книги. Тем самым вы поддерживаете наш канал. Ну а сейчас все будет происходить в режиме реального времени. Вот здесь кипит вода. Я включаю огонь под казаном. Сюда наливаю одно масло, попроще. Вот такое масло для жарки. Вот блюдо, на котором мы будем потом подавать готовую еду. Вот эти вареники, как только мы выложим на холодное блюдо, они, разумеется, прилипнут. Пусть блюдо подогреется, а тем временем возьмем да и смажем его очень хорошим маслом. Достаточно. Чтобы, вот я сейчас опустил сюда мясо, и оно у меня оказалось не одним склеенным из-за муки комком. Разбирайте его заранее. Вот масло задымилось, и айда сюда. Для того, чтобы мясо пожарилось очень быстро, для этого необходимо такое количество масла. И это масло можно будет использовать еще сколько хотите раз. Считайте секунды. Не думай о секундах свысока. И инструменты все должны быть наготове. Вот у меня, видите, какое сито такое, да? Сливаем масло. Скажите, пожалуйста, есть среди нас ребята, которые скажут, что вот это не готовое мясо? Теперь уж наливаем хорошее масло. То, на котором мы, собственно говоря, будем готовить. И то, которое потом в результате съедим. Вся восточная кухня начинается с чеснока, рубленого чеснока и имбиря. Сколько жарить? Не спрашивайте меня сколько. Пока не запахнет прям вот очень вкусно. Все прекрасно. Давайте опускать. Что у нас следующее? У нас следующее, вот что у нас может долго готовиться. Вот эти вот нижние части спаржи. Теперь болгарский перец. Соус наверняка встречался в магазинах, как соус бабушки из ферментированных бобов. Он дает остроту, и он дает просто роскошный вкус. Эх, знал бы я эту бабушку, я бы у нее за рекламу столько денег попросил. Но бабушка далеко, где-то подсчитывает свои миллионы. Заработала. Заработала женщина практически честным трудом. Болгарский перец. Острый перец. Обратите внимание вот на эту последовательность. Я острый перец закладываю в конце, потому что не надо ему слишком сильно жариться. И теперь лук. Лук порезанный вот такими крупными кусками. Допустим, такими крупными кусками и жарится. Мы бы начали, конечно, жарить с лука, да? Если бы мы сами готовили. Без подсказки наших китайских товарищей. А по их мнению, лук должен оставаться изрядно живым. Соль. Соевый соус. Немножко уксуса. Хороший бальзамический уксус у меня есть. Томаты из банки. Убавляем огонь на минимум, абсолютный минимум. Здесь все очень горячее. Но не перетомить, не передержать, ни в коем случае. Здесь все овощи должны хрустеть. Соль. Как следует посолите воду. Хотите получить вот эти вкусные изделия, надо посолить воду как следует. Закладываем. Откуда взялось это блюдо? Ну, вне всякого сомнения абсолютно, кто-то ел бешбармак и подумал, почему бы не сделать для едоков поудобнее, почему бы не разложить даже не куски мяса, а сразу готовый фарш и чуть-чуть лука и в рот. Вот это все здесь есть, все готово. Прямо сразу бери, кушай и постарайся не обляпаться. Ох и вкусно же это получится. Некоторые люди думают, что
Готовишь там что-то уйгурское, надо все делать точно так, как уйгуры. Готовишь что-нибудь там итальянское, надо все делать точно так же, как итальянское. Я не понимаю, если где-то кто-то совершает какие-то умные действия во время приготовления еды, почему эти умные действия нельзя перенести из одной культуры в другую? Эти самые итальянцы, они берут так вот оливковое масло и наливают воду, когда варят пасту. Что у нас здесь варится? Чем это вам не паста? Объясните. И для чего они наливают это масло? Да потом оно не слипается с этим. Мясо, с которого все начиналось, можно вернуть в этот соус. Для чего его только теперь мы возвращаем в соус? Во-первых, так оно меньше размокнет. Соус получился суперский. Вот это все там будет вариться, ну, от силы 4 минуты. Эти, как их называем, бараки. Я надеюсь, вы уже понимаете. Вы уже понимаете, насколько это все будет вкусно. А здесь... Охо! Ничего себе! Давайте вот как. Сейчас сюда часть соуса, а потом второй этаж. Классно же! Не знаю, как вам, мне эта идея очень нравится. Очень! Эх, раньше-то такого разнообразия овощей в Средней Азии не было. Вот и варили себе там мясо, лук в диком виде растет, и сейчас есть. А теперь, когда всего сколько хочешь. Если кому-то мяса мало, можно, конечно, отварить еще и мясо сверху украсить кусками. Козы, сюда можно положить козы. Я соевый соус и уксус намеренно не убрал. Может, кому-то понадобится. Как это есть? Да, разумеется, руками. Показывать не буду. Приятного вам аппетита. Сказать не забуду. Супер. Готовьте. Радуйтесь жизни.